Привет, друзья! Вы на канале Pop Music, меня зовут Владимир Исаев, и сегодня у нас на обзоре педаль-синтезатор от компании Muir, это Muir E7. Внутри этой маленькой педали в сникерс размере спрятаны 7 разных типов эффекта синтезатора, сшиты пресеты, есть арпеджиатор. Давайте прослушаем, как они звучат. Ну и для начала гитара просто на чистом звуке звучит так, с выключенной педалью. И стоит только ее включить, у нас выбирается первый пресет. Синяя лампочка означает, что включен арпеджиатор, и это стандартные пресеты, я пока ничего не менял. Ну, в общем, если честно, прям вот так вот просто включить, ничего себе. Давайте послушаем сначала просто 7 пресетов, которые есть стандартные в этой педали. Тоже арпеджиатор. Красненький цвет лампочки говорит о том, что арпеджиатор выключен. Но, насколько я помню, это такой довольно забавный пресет с диким ЛФО по низким частотам. Следующий. Так вот мы ознакомились с первыми эффектами. Что можно сказать? Во-первых, классно звучит синтезатор, интересно. Стандартные настройки, в принципе, уже довольно играбельные. Арпеджиатор, ну, с ним надо покопаться, как обычно, со всеми арпеджиаторами надо придумать, как его использовать. Однако, что классно? Что он полифонический, то есть было слышно, что когда я играл аккорды, синтезатор срабатывал и на них. Соответственно, арпеджиатор, насколько я понимаю, тоже срабатывает на аккорды в том числе. Это классно. Давайте покрутим ручки и посмотрим, что они делают с пресетами. И для начала разберемся, как выключить арпеджиатор. Это очень просто. Нужно удержать кнопку включения. Лампочка поменяет свой цвет. Индикатор пресета замигает, уведомив нас о том, что мы что-то поменяли в нем. И, соответственно, теперь вместо арпеджиатора у меня одноголосый синтезатор. Ну, я играл одноголосую мелодию. Собственно, не выключен арпеджиатор. Все еще полифонический. Итак, ручки. Есть ручка Mix, и она выполняет логичную вполне себе функцию подмешивания синтезатора к каналу гитары. Соответственно, если я сделаю ручку меньше, чем наполовину, то гитара появится в миксе. Соответственно, для увеличения читаемости, если вы играете на бас-гитаре, если вы играете на гитаре, вам нужна голая гитара. Ну, ручку микса, не буду долго объяснять. Верну я обратно на максимум. High-cut, low-cut. Работают они по такому принципу. Чем больше, собственно, вы отрезаете высоких частот. Чем больше вы накручиваете, тем больше вы отрезаете высоких частот. Например, high-cut на максимум. На минимум. И очень также хорошо работает кат низких частот. То есть можно сделать от самого, условно, незажатого синта
до самого такого обрезанного звука. Практически там ничего и не осталось от звука. Дальше. Атака — это скорость раскрытия конверта фильтра. Слышно, да, что если его сделать на минимальном, но это так долго-долго появляется, если сделать максимум. Происходит такой резкий всплеск, однако там, такое небольшое щелканье по атаке. Соответственно, ищем подходящие нам рубежи. И, соответственно, кнопочка Speed, она как раз регулирует арпеджиатор. Это работает абсолютно для всех пресетов, с небольшими, скажем, отличиями. Например, тот самый пресет с низкочастотным LFO. Даже если мы выключили арпеджиатор, а он тут по умолчанию не включен, LFO будет работать, и, насколько я понимаю, его он не сильно контролирует. Зато, например, в этом пресете, это надо уточнить в мануале, всегда, если у вас есть такие сложные педальки, не выкидывайте мануал, он очень нужен, или скачайте из интернета. Например, в пресете номер 3, в звуке, в типе синтезатора под номером 3, ручка микса до середины работает как настройка тона для, собственно, синтезатора. А ручка Speed в данном случае контролирует огибающую на низких частотах. Если же мы включим арпеджиатор, этот пресет можно довести до абсурда, увеличив скорость до каких-то невообразимых пределов. Соответственно, для всех творческих людей, которым всегда интересно послушать какие-то невероятные звуки и поиздавать что-то такое очень уж цифровое и ненастоящее из гитары, такая педалька, учитывая размер, может очень даже и подойти и аккуратно встать в педалборд. И в конце немножко про технические характеристики. Стоит обратить внимание на то, что педаль питается от стандартного питания 9 вольт, но 200 мА. Это довольно много. Не каждый блок питания вытягивает. Обратите на это внимание. Если амперности будет не хватать в педали, она будет свистеть, как и любая другая педаль, собственно. Внимательно обратите на это внимание. Кроме того, есть мини-USB-порт. Он нужен для того, чтобы обновлять прошивки в педалях. Все цифровые педали получают прошивки и с годами становятся, не с годами, в течение нескольких лет, становятся лучше и разнообразнее. Соответственно, вдруг они там прикрутят, настройщик для этой педали от компьютера. Было бы классно. Соответственно, возможности обновления — это всегда плюс, всегда ставлю лайк. Кроме того, педаль монофоническая, имеется в виду, она не работает стерео. Она работает, соответственно, есть один моноджек на входе и один моноджек на выходе, что, собственно, стандартно. Вряд ли вы будете ставить такую педаль после ваших стереодилеев. Соответственно, гитаристам уж точно такого хватит.
По-моему, у Муэра получилась довольно забавная педаль. А что вы об этом думаете? Напишите нам про эту педаль внизу в комментариях под этим видео. И, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, прожимайте колокольчик, да вы и сами все знаете. До новых встреч! Внутри этой маленькой педали в Snickers размере спрятано 7 разных типов, и я показал 5. Что за вообще? Давайте прослушаем, как они звучат. Послушаем. Давай прослушаем. Дальше или стоп? Да, дальше.